Всем привет! Это второе видео из серии видео мастер-класса о том, как сделать коробочку в технике картонаж. Сегодня мы с вами будем разрезать картон на детали и склеивать из этих деталей каркас нашей коробочки. Поэтому сегодня вам понадобится картон, мат для резки, канцелярский нож-резак, линейка, клей универсальный, момент кристалл или какой-либо другой универсальный прозрачный клей и строительный малярный скотч. Итак, приступим. Итак, для начала давайте с вами определимся с тем, какие детали мы с вами будем выкраивать. Вы видите перед собой изображение этих деталей. Детали даны из расчета на то, что толщина картона, из которого вы будете изготавливать коробочку, 2 мм. Две детали для крышки 9,5 на 9,5 см и 10,5 на 10,5 см. А деталь для дна коробочки 10 на 10 см. И по 2 детали для стенок коробочки бонбоньерки. То есть 2 детали 5 на 10 сантиметров и 2 детали 5 на 10 и 0,4 сантиметра. Вот эта вот деталь, две вот эти вот детали 5 на 10, 4 я выделила серым цветом, потому что длина этой детали, она зависит от толщины картона. Каким образом? Вот здесь вы видите боковой срез корпуса коробочки. Длина дна коробочки 10 сантиметров, и к торцам дна приклеиваются детали коробочки, у которых толщина 2 мм. То есть это те самые детали, у которых длина 10 сантиметров, высота 5 сантиметров и толщина 2 мм. А вот здесь вид сверху. Это коробочки, то есть мы видим дно 10 на 10 сантиметров, две приклеенные белые детали толщиной 2 мм. И вот вы внизу видите серенькую деталь, которая подклеивается к торцу уже не только дна, но и приклеенных ранее стенок. То есть вы видите, что вот эта вот длина 10,4 складывается из длины дна и толщины двух деталей стенок. И, соответственно, на случай, если толщина вашего картона не 2 мм, а отличается, я изготовила тут вот такой вот список своеобразный, соответствие толщины картона и длины детали. То есть, исходя из того, какая толщина вашего картона, вы можете высчитать длину вот этих вот сереньких деталей, которые приклеиваются к торцу дна и стенок. Итак, друзья, давайте сейчас приступим к резке картона. Для этого нам понадобится мат для резки, вот у меня такой зелененький в клеточку, или любая другая ровная поверхность, которая не жалко, в общем. Собственно говоря, картон с расчерченными деталями уже, линейка металлическая. Я предпочитаю металлические, потому что мне кажется, что деревянные и пластиковые мягковатые, и я боюсь, что в процессе резки я их порежу вместе с картоном. И обычный канцелярский нож-резак, у которого лезвия состоят из вот таких вот кусочков. Вот, прежде чем резать, нужно отломить самый крайний кусочек обязательно, потому что нам очень важно, чтобы наше лезвие было максимально острым. Это важно для того, чтобы наши срезы получались ровные и качественные, без всяких лохмотьев и прочих неприятностей. Итак, приступим к резке. Прежде всего нам нужно приложить линейку к той линии, по которой мы собираемся резать. Так, вот я сейчас приложила в данный момент. Еще запомните такую вещь, что когда вы режете, очень важно
сильно прижимать рукой линейку, зафиксировать ее на картоне. То, как вы нажимаете, скажем так, ножом, это не суть важно, не нужно сильно нажимать или делать сверхусилия. Главное следить за тем, чтобы линейка не соскользнула, это очень важно. Так, приложили линейку, взяли нож в руку, так, приложили и поехали. Проводим не спеша, аккуратненько и сильно не нажимая. Еще разочек. Мы так делаем несколько раз, ровно столько, сколько нужно. Не нужно стремиться все сделать за один раз или как можно быстрее и так далее. Нас с вами никто не гонит, и нам важен с вами качественный результат. Вот мы вот так вот с вами режем от начала до конца. Сразу вам скажу, что у меня получилось не с первого раза. Первый раз у меня вообще ничего не получилось. Я была в жутком расстройстве. Вот. И вообще подумала, что картонаж это, наверное, не для меня, раз я даже нарезать не могу нормальный картон. Вот. Ну, со временем привыкла. Главное понять принцип. Крепко держим линейку и слегка-слегка нажимаем на нож. Вот так вот потихонечку-потихонечку. Режем с вами до победного. Вот видите, у нас тут отошло, немножко в начале осталось. И вот в результате у нас получилась деталь довольно ровным, аккуратным срезом. Никаких лохмотьев нет. Единственное, что в процессе резки с той стороны, где мы резали, как вам показать-то, вот сверху, вот здесь вот можно увидеть, что как бы немножко вздыбливается. Но это не страшно, это можно заточить какой-нибудь пилочкой, вот, чтобы не торчало. И совершенно таким же образом мы нарезаем все наши остальные детали, которые мы расчертили на нашем картоне. Итак, друзья, мы с вами выкроили детали для нашей коробочки. И в результате у нас получилось 7 деталей. 3 большие квадратные и 4 небольшие боковые. А сейчас мы с вами приступим к склеиванию корпуса нашей коробочки. Сразу отложим с вами детали 10,5 и 9,5. Это для крышки, и нам в ближайшее время не понадобится. Этим мы займемся с вами в последнюю очередь. Поэтому мы отложим их пока. Вот, остаются у нас 5 деталей. Это донышко 10 на 10 и стенки. А каким образом будем склеивать? Вот если разложить эти детали, у нас получится вот такое вот сочетание. Сначала склеим вот эти 3 детали, 10 на 10 и 10 на 5. И потом уже вот таким вот образом будем приклеивать с нахлестом оставшиеся 2. Итак, приступим. Для этого нам понадобятся наши детали и контактный клей прозрачный. В идеале, конечно, хорошо, если бы это был бы момент кристалл, но подойдет, в общем-то, любой контактный прозрачный клей. Вот у меня клей контакт. В принципе, тоже неплохой, тоже можно пользоваться. Итак, приступим. Я покажу вам, как я склеиваю. Возможно, это не по-людски, но я, скажем так, привыкла таким образом. Откроем наш клей. Что я делаю? Я наношу прежде всего клей на торцевую часть детали, которую я собираюсь склеивать. В данном случае это большая квадратная деталь. Когда я наношу клей, я, в общем-то, его особо не жалею. Вот. Наношу щедро. Нанесли. Так, это мы сразу закрыли, чтобы не высыхало, не вытекало. Вот, что мы делаем дальше?
берем ту детальку, которую мы хотим приклеить, и прикладываем на буквально парочку секунд к той детали, которую мы намазали. Вот, они у нас обе в клею. Теперь нам нужно минуту примерно подождать, чтобы клей подсох, и потом мы уже их непосредственно приклеим. В инструкции ко всем контактным клеям написан принцип действия этих клеев. Их, так сказать, сила приклеивания зависит не от того времени, которое мы прижимаем детали, а от силы нажатия. И, соответственно, клей должен быть нанесен на обе клеевые поверхности. Буквально минуту надо подождать для того, чтобы клей слегка загустел. И после этого мы должны будем две детали вот эти вот прижать друг к дружке. Кстати говоря, этому меня научил мой папа, когда я еще была ребенком совсем, потому что мой папа был довольно-таки такой на все руки мастер, часто пользовался клеем, и меня, соответственно, научил пользоваться клеем момент. Так, у нас вот детальки подсохли, клей, и, соответственно, приступим к склеиванию. Я обычно поворачиваю эту деталь той стороной, где видно, что ровно я приклеиваю или неровно. Берем и просто прижимаем детали друг к дружке как можно сильнее на несколько секунд. Главное их приложить друг к другу ровно. Вот, примерно так. Вот эти вот первые две детали мы с вами склеили. Совершенно таким же образом мы с вами склеим остальные детали. Итак, друзья, у нас в результате получилась вот такая вот коробочка. Различные заусенцы и неровности я сняла пилочкой обычной. Вот. Для работы с картоном всякие заусенцы это, в общем-то, обычное дело, поэтому не комплексуйте, вполне это может быть, и это легко убирается пилочкой. Итак, теперь мы приступаем к укреплению нашей коробочки малярным скотчем. Мы должны с помощью этой ленты обклеить все углы коробочки, как снаружи, так и изнутри. Соответственно, это делается все для того, чтобы наша коробочка не развалилась. Итак, берем с вами ножницы, просто отрезаем нужный кусочек ленты и приклеиваем. Так, примерно вот так все это будет выглядеть. Не нужно, в общем-то, особо стараться, чтобы было прям стык в стык от угла до угла. Достаточно, чтобы лента занимала, в общем-то, большую часть. Вот таким вот образом мы все это дело приклеиваем. Все то же самое мы проделываем для всех углов снаружи и изнутри. Итак, в результате у нас получилась вот такая вот коробочка, со всех сторон обклеенная малярным скотчем. И у нас остались несклеенными две детали 10,5 на 10,5 и 9,5 на 9,5. Но в ближайшее время они нам не понадобятся. Крышечкой мы займемся в последнюю очередь. Вот. А на следующем занятии мы с вами обклеим нашу коробочку, наш корпус коробочки тканью. Вот. И к следующему разу вам понадобятся ткани, которые вы приготовили для коробочки, клей ПВА, кисточка и бумага для черчения, либо для акварели. Достаточно плотная белая бумага. В принципе, чем формат больше, тем лучше. Вот. Я пользуюсь стандартным форматом А3.
то есть 2 альбомных листа, потому что иногда для коробочек требуются довольно-таки длинные детали из бумаги, вот, поэтому для того, чтобы не склеивать, я использую такой формат бумаги. Вот, надеюсь, что вам мастер-класс оказался понятным и полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь, всем отвечу. Итак, до следующего видео. Пока-пока.